Всем привет! Вы на канале Blockchain Valley. Сегодня я расскажу о том, как перенести наши токены TAP Protocol с кошелька на биржу MEX. Ставьте лайк, подписывайтесь, а мы начинаем. В общем, поехали. Первое, это мы импортируем Unistat Wallet, вернее, мы импортируем сид-фразу с Xverse, если у вас был на Unistat Wallet. Заходите через Unistat кошелек, скачивайте его, да, просто веб-приложение, веб-версию, в общем. И все. Далее необходимо важный момент. Поначалу я вообще пополнил биток сюда на обычную сеть битка, правильно, но здесь надо чуть по-другому. Вы нажимаете настройки, адрес тип и меняете сеть, которая по умолчанию будет, на TapRot сеть. Здесь уже видно, что у меня есть баланс. В общем, меняйте на TapRot сеть. Все, здесь отображается. Сюда надо пополнить биткоин для комиссии, вам будет буквально там 15-20 долларов, я думаю, вам должно хватить. Далее, что нам необходимо? Подключаемся на сайт Ordinals Bot. Ссылки я оставляю в описании к видео. Это не реклама, ничего, это просто для того, чтобы было удобно. Далее вы видите, подключайте свой кошелек. Здесь у вас будет отображаться. Вы можете нажать на свой аккаунт, посмотреть, но нам это не надо. Просто главное, подключите кошелек. Давайте еще раз отключусь и по новой подключусь, чтобы все как сначала. Вот Connect, вы нажимаете, выбираете Unisat, подключаетесь. Все есть. Теперь переходим в инскрипции. Далее выбираем Tab, ищем Tab, вот он, предпоследний. Нажимаем Tab. Дальше трансфер. Пишем здесь слово Tab. И количество. У меня осталось 65 штук. 5 я уже перевел тестово, первый раз когда тестил. Далее нажимаете Next. Смотрите здесь, да, ну, в принципе, просто Next дальше. И здесь уже у нас есть, да, сам этот инскрипция. Адрес автоматически подвязывается, на который у вас подключен Unisat кошелек. Выбираете нормальное, да, экономное или кастомное. Нажимаете здесь оплатить. У нас уже, да, 9,5 долларов. Вчера было дешевле. Но окей, не будем экономную ставить, разница небольшая, я думаю, может занять несколько дней, а здесь час в нашем случае. Адрес автоматически, напоминаю, подвязывается тот, который вы подключили кошелек. Вы нажимаете отправить, да, подтвердить и заплатить. И необходимо еще заплатить за эту комиссию. Здесь мы еще нажимаем на кнопку заплатить с подключенного кошелька, поэтому необходимо, чтобы именно биток был, поняли, в сети, ну, уже в TapRot именно адресе вашем. И все, и оплачиваем. Далее нам необходимо будет дождаться того, как обработается блок, подтвердится транзакция, и появятся у нас наши TAP протоколы в виде инскрипции на кошельке Unisat, и они станут доступными для отправки уже на биржу MEX, например. Так, это будет выглядеть по примеру, да, не будем ждать час, пока они дойдут. Хочу вам показать просто, они появятся вот здесь, как в виде инскрипции. То есть, если у вас пустой кошелек, то у вас появится только здесь одна такая штучка в виде инскрипции, в которой будет написано вот там TAP, и в конце, вот у меня просто я еще купил мемкоин, да, на битке GIP, а здесь будет тоже TAP. В общем, такая строка, где TAP, TAP, и здесь вы нажимаете просто Send, и уже вводите адрес депозита на MEX. Все. То есть вы вносите адрес депозита, комиссия опять же, next, и оплатили, и там около часа тоже надо подождать, час-полтора по-разному, и приходит уже к вам депозит на MEX. Вот скрины я прикреплю, поэтому все окей, это уже проверено. Дальше еще немного пару слов про сам TAP хочу сказать, да, многие тоже думают сливать, или в принципе цена еще и норм держится. Сейчас цена 7.36 у нас, вчера там, да, на 6 проваливалось что-то. Ну, в общем, в диапазоне там выше все равно покупки, потому что покупка была по у нас 3.57, почти в 2 икса, да, в 2 икса по-разному, там он, конечно, прыгает, не сильно большие объемы, но цена достойно держится, проект дальше развивается и билдятся продукты. Вот был недавно запущен TapRot Swap. Это DEX по типу Uniswap, да, и панкейков, где вы можете, ссылку вам оставляю, если интересно, можете зайти поклацать.
где вы можете сразу менять биток на выбранную монету. То есть пока здесь, конечно, только тап есть. Видите, даже разница в цене 6.58 сейчас здесь тап. А у нас он продается за 7.36. Надо будет посмотреть, можно ли это заарбитражить. В общем, это какой-то другой тап, видите, с черточкой. Пару, немного монет, понятно, только запустились, по-моему, вот буквально 31 вчера или 30 вот пару дней на тап протоколе работают. И это довольно-таки удобно, потому что если это пойдет в ход, да, люди этим будут пользоваться. И это может быть, да, там вторым Uniswap или вторым там панкейком. У них также есть своя монета, ее уже заминтили, она пока там по 0.04 доллара стоит. Но пока что-то не думаю ее покупать, надо посмотреть еще немного. Также тут есть пулы. Я не знаю, какая здесь доходность. Вот единственная проблема, я в Дискорде спросил, то есть нет никакого, да, там, родмапа, инструкции или еще что-то, чтобы понять доходность. Понятно, что у нас зависит от объемов торгов, то есть мы можем предоставить здесь сейчас биткоин, допустим, кто не хочет продавать тап сейчас, и в принципе он хочет его захолдить, потому что я буду его холдить, я не буду продавать тап по текущей цене, для меня вот очень маленькая цена. И вот здесь, допустим, можно закинуть биток и закинуть тап, там, не знаю, в соотношении там какому-то, да. И, к примеру, дальше мы можем получать проценты за то, что мы предоставляем ликвидность вот этому вот как раз таки пулу, да, для свапания. Единственное, что, я же говорю, надо узнать примерную хотя бы доходность, то есть должна быть какая-то, хоть какая-либо, да, информация об этом. Подождем ответ в Дискорде, потому что в Телеграме об этом напишу, потому что если, не знаю, хотя бы там, насколько биток к тапу, в принципе, два не сильно волатильных этих таких у нас актива еще и на бычку, ну, как будто бы даже под 20%, под 15% я бы закинул бы, и пусть фармится себе пока, да, и опять же, как там с выводом будет, можно ли моментально выводить или нет, это все я уточню, потом в Телеграме напишу. Поэтому проекты билдятся, и там и МАС новый у нас появился, гип, который я там купил, но он не растет, просто пока взял, да, там на сотку, на опережение, мало ли, может, битки мемы на битке пойдут в рост, и нам тоже, может, это принесет деньги. В общем, да, протокол, что мы имеем? У нас капитализация там, по-моему, в районе 15 миллионов. Где у нас здесь капитализация? Так, здесь не подсчитала, зайдем на CoinGecko и посмотрим тап. Тап протокол. Капитализация у нас 14, даже меньше. Ну, короче, около 15 миллионов возьмем капитализацию. Для меня это маленькая капитализация, потому что, я же говорю, вот единственный, да, проект, который сейчас, в принципе, может... Да даже, я не знаю, чем Ordi инфраструктурнее или как-то более технологичнее, чем TAP протокол. Ничем, поэтому вот ниже вот этой капитализации я продавать не собираюсь, понимаете. Тут 721 миллион капитализации, у нас 14 миллионов капитализации, я же говорю, TAP абсолютно недооценен. Вы можете посмотреть, как Ordi росло так же самое, там вот с ноября, как раз 23-го, пошло в сильный рост, это было 5, 6, 7, там до этого вообще наболталось, никому не нужно, да, эти инскрипции тогда еще не сильно хайпели. И вот здесь вот начался ноябрь 23-го, пошла такая более у нас сектор вот этих БРК пошел в разгар, много всяких уже телег писало, да, там, ну, короче, в общем, пошло на хайп это, и вот Ordi тогда тоже казалась фантастика, да, и он начал просто, тогда он сколько, на 7 долларов у него, конечно, капа 22 миллиона была, даже больше, чем у тапа, и вот он полетел, уже в середине ноября 25 долларов был, и кап уже больше 250 миллионов была, потом небольшой, да, передых, и дальше листинги еще на какие-то биржи пошли, и, в общем, цена скакнула, да, там вообще доходила он до 78 долларов, и даже, по-моему, выше, да, 80, ну, короче, почти до 90 баксов, да, у нас заходил Ordi, и скидывать сейчас тап по текущей цене, ну, это невыгодно, я считаю. Ну, это выгодно в любом случае в плюсе от сейла, и у вас там разблокировалось всего лишь 10%, но я советую, не финансовый совет, я советую себе захолдить монеты хотя бы до конца
может января подождать, посмотреть, как там уже будет, и как раз, если что, большую пачку уже продать, хотя бы там отсюда минимум, да, хотя бы в 2-3 икса еще, чтобы хоть как-то уже было. Ну и, в принципе, все. Проект, я же говорю, мне нравится, как перекинуть токены я вам показал. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях, также подписывайтесь, не забывайте на телегу. До скорых встреч!